Всем привет! Сегодня приготовим торт с елочками. Он красивый, необычный и очень вкусный. Ароматные коржи и нежный крем никого не оставят равнодушными. Начнем с приготовления украшения для торта, так как ему нужно еще застыть. В мисочку ломаем 100 грамм черного шоколада. Я взяла шоколад хорошего качества с содержанием какао-продуктов 73%. Если брать шоколадки с меньшим процентом, то они могут плохо топиться. Как вариант, можно использовать шоколадную глазурь. Шоколад растапливаем в микроволновке периодами по 10-15 секунд. После каждого раза обязательно перемешиваем. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад. Когда большая часть шоколада растопилась, прекращаем греть шоколад и перемешиваем до полного растворения. Растопленный шоколад перекладываем в кулинарный мешок и отрезаем самый кончик, чтобы получилось очень маленькое отверстие. На пергаментную бумагу кладем сладкую соломку и наносим на нее шоколад полосами в виде елочки. Пока шоколад еще жидкий, посыпаем елочки сахарными шариками. Также вместо соломки можно использовать длинные бамбуковые палочки. Все оставляем застывать при комнатной температуре. Готовим орехово-шоколадные коржи для торта. 150 грамм грецких орехов кладем в измельчитель и измельчаем в мелкую крошку. Вместо грецких орехов можно использовать фундук или миндаль. 6 яиц разделяем на желток и белок. В белки добавляем немного соли и начинаем взбивать. Сюда же в 2 подхода добавляем примерно половину сахара. Всего для коржей понадобится 110 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до крепкой и устойчивой пены. В отдельную миску кладем 110 грамм мягкого сливочного масла и высыпаем оставшуюся часть сахара. Взбиваем примерно 2 минуты до побеления масла. Спустя 2 минуты в эту массу добавляем желтки и перемешиваем. В эту же массу просеиваем через сито 80 грамм муки, 40 грамм какао, 1 чайную ложку молотой корицы и 10 грамм разрыхлителя. Перемешиваем. Насыпаем измельченные орехи. Опять все хорошо перемешиваем. В тесто добавляем примерно третью часть взбитых белков. Хорошо перемешиваем. Добавляем оставшиеся взбитые белки. Окончательно все перемешиваем. Тесто выкладываем поровну в 2 одинаковые формы. Дно форм должно быть застелено пергаментной бумагой. Диаметр форм 21 см. Тесто распределяем по всей форме с помощью ложки. Форму с тестом ставим в разогретую духовку и выпекаем примерно 30 минут. Также коржи можно печь в одной форме, но тогда время выпечки нужно увеличить примерно до 60 минут. И получившийся корж нужно разделить на 3 части. Коржи испеклись, оставляем их остывать. Готовим вишневую начинку. В сотейник кладем 150 грамм свежемороженых вишен. Я их предварительно разморозила. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и четверть чайной ложки молотой корицы. Ставим на маленький огонь и доводим до кипения, периодически перемешивая. В отдельную миску насыпаем 1 столовую ложку крахмала и наливаем 100 мл воды. Перемешиваем. Вишни начинают закипать. Вливаем к ним воду с крахмалом, предварительно хорошо перемешав.
Варим, перемешивая, пока смесь не загустеет. Снимаем вишни с огня и даем им полностью остыть. Готовим крем для торта. В миску кладем 400 грамм холодного сливочного сыра. Перемешиваем его немного миксером. Добавляем 200 грамм холодного вареного сгущенного молока. Снова перемешиваем до однородности, но недолго. Как только ингредиенты смешались, перестаем взбивать. Обратите внимание, что сливочный сыр и сгущенное молоко обязательно должны быть одинаковой температуры и холодными. В отдельную миску кладем 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Насыпаем 40 грамм сахарной пудры. Все взбиваем примерно 1 минуту до пышного белого состояния. Теперь соединяем обе массы. Делать это нужно правильно, так как они разных температур. В масляную смесь кладем небольшую часть сливочного сыра со сгущенкой. Недолго взбиваем. Опять кладем часть сливочного сыра со сгущенкой к маслу. Снова взбиваем. Таким методом вводим сливочную массу в 3-4 подхода, тем самым постепенно уменьшая температуру масла. Если соединить обе массы сразу, то крем может расслоиться. Крем готов. Коржи полностью остыли, вынимаем их из формы. У каждого коржа срезаем верхнюю шапочку. Разрезаем каждый корж на 2 части. Получается 4 бисквита. Складываем торт. Крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой звездочка. Кладем первый корж. На него отсаживаем звездочки из крема сначала по краю, а затем заполняем середину. Будьте внимательны, не забывайте, что крем мысленно нужно разделить на 4 части, чтобы хватило на все коржи. На крем раскладываем уже остывший вишневый конфитюр. Накрываем вторым бисквитом. Снова отсаживаем крем. Кладем вишни. Так складываем весь торт. По желанию коржи можно пропитать сахарным сиропом, если любите более влажные торты. Перед нанесением крема на последний корж я торт переставляю на блюдо, так как изначально я забыла, что его сразу можно собирать на блюде. Сверху последний корж тоже украшаем кремом. Торт готов, его нужно поставить в холодильник настаиваться минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей на стол торт украшаем шоколадными елочками. Вставляем их в торт. Чтобы соломка не сломалась, предварительно делаем отверстие в торте бамбуковой палочкой. Сверху торт украшаем сахарными шариками. Торт готов, можно подавать на стол. Торт с елочками получился красивым и оригинальным. Готовится несложно и под силу каждому. Такой торт идеально подходит на рождественский или новогодний стол. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.